Привет, ребята! Добро пожаловать на моем первом выпуске на этом канале и одновременно первом выпуске из Исландии. Сегодня я хочу поделиться с вами удивительным путешествием по Исландии и рассказать о маршруте Laugavegur, одном из самых красивых пешеходных маршрутов в мире. Это 55 километров настоящих приключений, где можно почувствовать себя, как хоббит с кольцом на пути в Мордор. Только вместо темных земель геометральные источники и яркие горы. На пути вас ждут и холодные реки, и даже небольшие испытания для вашего снаряжения. Если вы думаете, что это только прогулка, держитесь крепче, здесь все по-настоящему. Маршрут Laugavegur – это не просто маршрут. Это путешествие в мир, где встречаются все стихии: огонь, вода, земля и воздух. Маршрут начинается в месте, которое называется Landmannalaugar. Месте, которое выглядит как за границей Средиземья. Прогулка не из легких. Но зато на каждом шагу вас ждут настоящие чудеса. Например, черные пляжи, айсберги и реки. Холодные реки. Да-да. Помимо термальных источников, тут еще есть и холодные реки, через которые вам предстоит пройти. Вы, возможно, будете думать, что это водная версия испытаний, типа шо, опять река? Ладно, давайте. И прыгните туда, как герой фантастического романа. Путь, как мы раньше сказали, начинается с Landmannalaugara, знаменитого своими горячими источниками. Пройдя несколько километров, вы наткнетесь на лавовые поля, такие черные, как на стенах из «Властелина колец», где только что прошел дождь, и вы подскользнулись на камне. Но не переживайте, это не будет ваш последний финиш. После лавовых полей на пути встретятся ледниковые участки и, конечно, холодные реки. Да, вам, к сожалению, предстоит пересечь холодную реку. Возможно, при этом будете вспоминать все, что думали о термальных источниках и о Исландии в целом. Но такие испытания делают вас только сильнее и готовыми к следующему этапу приключения. А когда лучше идти на Laugavegur? Лучшее время для похода по этому маршруту – лето, с июня по сентябрь. В это время погода более стабильная. Но не расслабляйтесь, пожалуйста, потому что Исландия имеет свой характер. Прогулка по этому маршруту может превратиться в настоящую битву с природой. Ожидайте все. От солнечного сияния до снежной бури в течение одного дня. Это как фильм с неожиданными поворотами. Если что, не забудьте, пожалуйста, про пару дополнительных носок. Вдруг после перехода через холодную реку ваши ноги будут требовать какого-то уважения. А где ночевать и как устроены приюты? На пути есть несколько приютов, и они не так уж плохие. Например, на первом этапе маршрута приют в Landmannalaugaре. Он довольно, конечно, комфортный, но если вы хотите почувствовать себя как в старинных сказках, то прямо на пути есть места для палаток, и это поможет вам сэкономить. Но чтобы вы знали, палатка в дождливую Исландию – это своего рода испытание на выживание. После нескольких дней пути остановки такие как в Амстуре, например,
будут для вас настоящим спасением. Помните, на всякий случай всегда бронируйте место заранее. Например, в Мстуре можно ожидать цену около 50 евро. Не забудьте, что еда в Исландии дорогостоящая, так что лучше прихватить с собой что-нибудь из дома. Так что сколько стоит путешествие? Исландия – это страна, где каждый день может стать маленьким испытанием для вашего кошелька. Продукты, ночевка в приютах или кемпингах – все это будет стоить, довольно прилично, мягко говоря. Например, стоимость ночевки в приюте около 60 евро. А за обед на ужин придется отдать минимум 20-30 евро. Но не переживайте, стоит это того. Вы же будете как герой эпической саги, проходящий через дикие горы и реки, чтобы в конце дня отведать заслуженный ужин. Ну а что взять с собой в такое путешествие? Скажу так, это все зависит от того, насколько бюджетную поездку вы хотите, чтобы это было. Потому что если вы возьмете больше, но у вас только будет рюкзак, чтобы пойти в поход на этот маршрут Лаугавейгар, лучше меньше, но качественнее. Прочные ботинки нужно взять с собой, одежду, которая не будет промокать, да? Это основа, так скажу. Но если хотите путешествовать как, герой своего собственного приключения, не забудьте аптечку на всякий случай, карту, компас или хотя бы GPS, который работает в такие моменты, когда нет связи с миром, да? Специально для наших путешествий, тоже хороший фонарик, да? На случай, если вдруг темнота застанет вас в походе. И самое главное, хорошее настроение, потому что без него даже самые эпические реки не будут такими крутыми, как должны быть. Конечно, еще еда в пакетиках. Там на этом маршруте есть разные точки, где можно что-то купить. То есть какие-то шоколадные батончики, кока-колу, даже можно купить пиво иногда. Так что, если вдруг у вас будет мало еды, что не рекомендую вообще, потому что нужно взять с собой еду, тогда возьмите с собой наличку, потому что это очень важно в Исландии, чтобы с наличкой ходить, потому что не всегда можно платить картой. Наличка – это всегда хороший выбор. Что если взять с собой? Если вы не можете начать своего дня или жить без кофе, то хороший вариант это купить кофе в пакетиках. Полотенце, да, нужно взять с собой. Конечно, палатку и да. Такое нужно взять с собой. Но, как сказал, самое главное это хорошее настроение. Потому что этот маршрут может нас испытывать просто каждый день. Давайте сейчас обсудим, что такое интересное скрывает этот маршрут. В Ландманналаугаре есть горячий источник, там где можно расслабиться после тяжелого дня. Это не только обычный бассейн, это просто настоящий котел, в который можно забраться прямо с тропы. Исландские лошади, как в сказке, встретятся на пути. И, конечно, вулканы. Это не просто красивые картинки, а настоящая сила природы. Эти геологические чудеса на каждом шагу напоминают вам, что Исландия – страна огня и льда. Маршрут Лаугавейгар – это приключение, которое стоит пройти хотя бы раз в своей жизни. Это не просто поход, а целый эпос, где вы становитесь частью самой природы Исландии. Спасибо, что смотрели, и не забывайте оставлять свои вопросы или впечатления в комментариях ниже.
До новых встреч в наших новых путешествиях.